Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали. Это моточек перемотанный, да, и с новым узорчиком. Итак, вы в свою очередь берете любые ниточки, какие у вас есть. Узорчики все универсальные. Подбираете согласно пряже крючок, чтобы у вас все получилось. Сегодня у меня будет пряжа вот такая вот, смотрите. Называется она Alize Diva. Дальше идем. В 100 граммах моточки было 350 метров. И нам советует производитель брать для этой пряжи, вот видите, крючок от единички до троечки. Были узорчики, я вязала узорчики двоечкой. Сегодня такой интересный узорчик, хочу, чтобы вы ничего не пропустили, поэтому я буду показывать его вам троечкой. Так, ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика 7 петелек. Ну, давайте, например, я наберу, допустим, 5 раппортов, это получается 35, да, воздушных петелек, и одну воздушную петельку, чтобы узорчик хорошо закончился. Это вот 36 воздушных петелек. Вы набираете, сколько вам будет удобно. Итак, для начала делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем, а теперь я буду набирать 36 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 и 36. Вот мой будущий образец. Далее, смотрите, как и во многих узорчиках, я рекомендую сделать вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидом, чтобы новички не запутались в воздушных петельках. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В пятую петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Угу. Дальше накид. В следующую петельку ныряем, вытягиваем ниточку и опять провязываем столбик с накидом. И в следующую, и во все последующие петельки, цепочки вот так вот ныряем, сами себя контролируем. Количество столбиков, которые вы должны провязать, должно быть равно количеству петелек, которые вы набрали. То есть, если я набрала 36 воздушных петелек, у меня должно получиться 36 столбиков с накидом. И не забываем, что первые 3 петельки подъема, которые мы вязали, это тоже имитация столбика. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 уже столбиков я провязала. Давайте до конца ряда самостоятельно, в конце ряда встречаемся. Договорились? Так, смотрите, вот наши столбики готовы. Все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот, накид. И сюда же, в этот же столбик, провязываем еще 2 столбика с накидом. Раз. И сюда же 2. Пока просто повторяйте. Дальше, смотрите. Накид. В следующий столбик ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп. Дальше не провязываем, держим на крючке. Накид. Второй столбик провязываем точно так же. 2 петельки, стоп. Накид. В третий столбик. Стоп. Накид. Четвертый столбик. И накид. Пятый столбик. И все петельки держим на крючке. У нас получается 6 петелек. 5 петелек от столбиков и 6, которая была на крючке. Провязываем их все вместе. Так. Воздушная петелька. У нас получилась вот такая вот метелочка. Дальше накид. Один столбик пропускаем. В следующий столбик провязываем веерочек, состоящий из 5 столбиков с накидом. Раз. Сюда же. 2. Сюда же. 3, 4 и 5. Вот наш веерочек, состоящий из 5 столбиков. То есть в самом начале ряда мы провязали только лишь 3 столбика, то есть пол веерочка. Да? Веерочек, метелочка. Веерочек, дальше будет метелочка. Итак, накид. Ныряем в первый столбик, вытягиваем ниточку, 2 петельки, стоп. Накид. 2 петельки, стоп. Третий накид, стоп. Четвертый, стоп, и пятый. И когда 6 петелек на крючке, провязываем их вместе. Воздушная петелька. Вот видите, у нас идет чередование.
веерочек, метелка, веерочек, метелка, дальше веерочек, метелка, веерочек, метелка, и так вот до конца ряда. Не сложно? Не сложно. Давайте самостоятельно до конца ряда, в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот наш ряд с метелочками, с веерочками готов. Мы заканчиваем ряд точно так же начинали, как и начинали. Это у нас получается пол веерочка, всего лишь только 3 столбика с накидом. Вот в последнюю третью петельку мы провязали. Третью петельку подъема, да, видите? Далее 3 петельки подъема. Раз, два, три. Сейчас мы будем провязывать, получается, метелочку, но в силу того, что здесь пол веерочка, будет пол метелочки. И метелочка будет необычная. Итак, смотрите, накид. Вот у нас 2 столбика всего лишь. В первый столбик, получается, захватываем не за верхушку, а вот так вот сзади наперед окружаем. Столбик перед крючком, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп. Держим на крючке. Накид. Следующий столбик точно так же. Захватили сзади наперед, столбик перед крючком, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп. У нас получается 3 петельки на крючке, и сейчас мы их провязываем вместе. Понятно? То есть как бы пол нашей метелочки. Воздушная петелька. Дальше. Смотрите внимательно. Вот у нас была метелочка. Так? И мы, получается, с вами здесь, как бы вот метелочка, когда провязали, помните, мы делали воздушную петельку. Ныряем сюда непосредственно в воздушную петельку и провязываем, получается, наш веерочек. Раз, два столбика с накидом, 3 столбика с накидом, 4 и 5. Понятно, да? То есть мы с вами будем точно так же чередовать, получается, метелочка, веерочек, метелочка, веерочек, метелочка, веерочек. Единственное, что метелочки у нас будут провязываться не обычными столбиками, а рельефными лицевыми столбиками с накидом. Итак, вот над этим веерочком будет стоять метелочка. Смотрите, накид. Захватываем опять сзади наперед столбик, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп, накид, захватили второй столбик, провязали 2 петельки, стоп, все петельки держим на крючке, накид, точно так же 3 столбик, накид, точно так же 4 столбик, накид, точно так же 5 столбик. Вот, большая-большая будет метелочка. Точно так же все 6 петелек на крючке провязываем вместе, воздушная петелька, видите, за счет вот этих вот рельефных столбиков наша метелочка приобретает объем. Угу. Все. И продолжаем опять дальше. Накид. Там, где с вами, получается, провязывали вот эту вот метелочку, мы ныряем с вами в воздушную петельку и провязываем опять веерочек. Раз, столбик с накидом, 2, 3, 4, 5. Угу. Видите? Получается у нас как бы веерочки такие вогнутые, да, а метелочки выпуклые. Интересно? Интересно. И так далее. То есть следующий, получается, у вас метелочка, будете провязывать над ней рельефные столбики, будет у вас выпуклая, так скажем, метелочка. Угу. Все понятно? Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите. Вот мы провязали наши опять веерочки и метелочки. Метелочки у нас, видите, такие объемные, да, выпуклые. Закончили мы ряд, получается, половинкой метелочки. Это 2 рельефных столбика, а 1 обычный с общей верхушкой. Далее 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. И в верхушку, получается, этих 3 столбиков мы провязываем еще 2 столбика с накидом. Раз столбик с накидом. И сюда же 2 столбик с накидом. Есть. Это у нас будет пол веерочка. Дальше мы провязываем опять рельефные лицевые столбики с накидом. То есть у нас вот этим веерочком будет у нас метелочка. Итак, первый столбик захватили и провязали рельефный лицевой столбик с накидом не полностью. 2 петельки, стоп, накид. Второй столбик точно так же провязываем. Накид. Третий столбик. Накид. Четвертый столбик. Накид. Пятый столбик. И когда у нас получается 6 петелек на крючке, мы их провязываем вместе. Воздушная петелька, так? То есть вот опять мы сделали нашу рельефную метелочку. Следующая, получается, у нас по узорчику идет, правильно, следующий идет веерочек. То есть ваша задача, вы, получается, повторяете полностью первый ряд. Единственное, что вот эти вот столбики в метелочке у вас здесь, получается,
объемный, рельефный. Если внимательно посмотрите, то получается рельефные лицевые столбики, которые мы провязывали с той стороны, здесь выглядят как рельефные изнаночные. То есть видите, вот такая горизонтальная полосочка. Вот. Опять же, с этой стороны точно так же получается горизонтальная полосочка. То есть здесь были выпуклые наши, получается, как бы веерочки с метелочками, а здесь вот они как бы поделены пополам. Видите, четко видно. Все. То есть получается, ваша задача, да, сам по себе узорчик, это один всего лишь ряд. Всего лишь один ряд. Единственное, что он у вас чередуется в шахматном порядке. Видите? То есть у вас получается здесь метелочка, потом здесь метелочка, да? Здесь метелочка, потом здесь метелочка, здесь, здесь. То есть просто в шахматном порядке. А так получается один ряд. Но сам по себе вертикальный узорчик получается это два ряда. Видите? Раз, два. Потом опять раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Не сложно? Не сложно. Повторяйте один ряд. Не забывайте про рельефные столбики. Я сюда прикладываю вам схемку. Опытные мастера, мастерицы, вы все поймете по схемке. Новички, кто еще не работал со схемками, обязательно посмотрите. В принципе, читабельно. Ну, приглядитесь, да? Где рельефные столбики, где обычные столбики, где воздушные петельки. Вы все поймете. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Получится очень даже красиво. Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите. Вот такая вот красота у меня получилась. Сделала я несколько рядочков. В принципе, суть, да, образца, да, понятно. Вот такой вот он интересный, рельефный, объемный. Узорчик у нас сегодня двусторонний. Видите, что одна сторона, что другая сторона. Они полностью идентичны, полностью одинаковые. Поэтому изделие, которое будете вязать, вы можете его носить что с правой стороны, что с левой, что с лицевой, что с изнанки. Как вам? Вязали таким узорчиком? Нет? Пишите комментарии. Если вязали, что вязали, рассказывайте. Нам интересно. Если не вязали, подбрасывайте идейки. Я считаю, что можно связать все, что угодно. От маечки топика до кардигана. В зависимости от пряжи, да, какой вы будете выбирать. Либо это будет летнее какое-либо изделие, либо это зимнее, демисезонное, шарфики, снудики, кофточки, все, что угодно. Выбирайте пряжу, вяжите одной, да, одним цветом, вяжите двумя, тремя цветами. То есть у вас разные будут так вот эти вот ракушечки, да. Вот. Здорово будет. Я думаю, здорово. Надо просто пробовать. Даже если вы возьмете толстый крючок, например, и будете вязать, например, тоненькой пряжей, да, то это, возможно, будет очень интересный, например, палантин. Почему бы и нет? Воздушный, нежный, легкий. Вот так вот тянется. Если это моя пряжа, да, сегодняшняя вот пряжа, вот так вот он будет тянуться у вас. Давайте замерим красоту. Я набирала сегодня, получается, 36 воздушных петелек. Если это же пряжа, этот же крючок, это же плотность вязания, то в моем случае сегодня это получается, ну, практически 17 сантиметров. Так? А здесь у нас получается раз, два, так вот, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 рядочков. И если мы замеряем вот таким вот образом, то это вот 10 сантиметров. Как вам? Я думаю, здорово. Здорово, интересно, необычно. В копилочку ваших узорчиков. Да? Да. Надеюсь, видео сегодняшнее вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки. Колокольчик должен быть самый верхний, темненький. Делитесь с друзьями, с подружками. Сохраняйте себе в плейлисты, смотрите в удобное для вас время. Всем ровных петелек. Увидимся в новых видео. Пока-пока.